Когда фермер Павел решил продать пятилетнего пса по кличке Рич, он убеждал себя, что поступает разумно. Рич вырос крупным и красивым, но не охранял двор, не лаял на чужих и вместо помощи с хозяйством любил лежать возле крыльца, ожидая ласки. Павлу казалось, что кормить бесполезную собаку слишком дорого, поэтому он нашел покупателя из соседнего района. Утром к дому подъехала старая машина. Незнакомый мужчина надел на Рича новый ошейник и открыл заднюю дверь. Пес послушно забрался в салон, потому что привык доверять людям, однако сразу повернул голову к калитке. Там стояли его хозяева. Рич ждал, что Павел сейчас позовет его обратно и скажет, что поездка отменяется. Но мужчина лишь пересчитал деньги и отвел взгляд. Машина тронулась. Сначала пес сидел неподвижно, прижав нос к стеклу. Двор становился все меньше, знакомая крыша исчезла за деревьями, а Рич продолжал смотреть назад. Потом он тихо заскулил. Из его глаз потекли слезы, дыхание стало тяжелым, и новый хозяин несколько раз попытался успокоить животное. Рич не проявлял агрессии и не рвался наружу. Он просто плакал, словно понимал, что люди, которых он считал семьей, отказались от него навсегда. Всю дорогу пес подходил то к одной двери, то к другой и прислушивался к звукам снаружи, надеясь услышать знакомый голос. В новом доме его встретили просторный двор, теплая будка и миска с мясом. Но Рич не притронулся к еде. Он лег возле ворот и до поздней ночи смотрел на дорогу. Так продолжалось несколько дней. Новый хозяин, Алексей, не торопил собаку. Он садился рядом, разговаривал с ней спокойным голосом и приносил воду. На четвертое утро Рич впервые позволил себя погладить, а спустя неделю осторожно вошел в дом. Однажды ночью Алексей проснулся от громкого лая. В сарае произошло короткое замыкание, и деревянная стена начала дымиться. Рич почувствовал запах раньше людей, разбудил хозяина и не успокоился, пока тот не выбежал во двор. Пожар удалось остановить до приезда спасателей. Тогда Алексей понял, что прежние владельцы ошибались. Рич не был бесполезным. Он просто не умел доказывать преданность по команде. Через несколько месяцев Павел узнал о случившемся и приехал предложить выкупить собаку обратно. Рич узнал знакомую машину и на секунду замер, но к калитке не побежал. Он подошел к Алексею, прижался к его ноге и спокойно посмотрел на бывшего хозяина. Пес все помнил, однако возвращаться к людям, которые однажды оценили его жизнь в несколько купюр, больше не хотел.